Mesdames et messieurs, bonjour! Продолжение темы «Париж под снегом». Вторая серия. Сегодня 7 января. Сейчас 9 часов 15 минут. Утро. Решила проехать на метро, снять центр Парижа, исторический. На остров Сите, остров Сен-Луи. Пришла в метро. А метро не работает. Вернее, работает, но стоит на каждой остановке по 10-15 минут. Поэтому вышла из метро, пошла пешком. Пройду пешком до исторического центра. И покажу вам Париж под снегом. Сегодня городские автобусы не ходят. Самолеты, сказали, что 140 рейсов отменили. Авиарейсов из аэропортов Орли и Шарль-де-Голь. Пригородные электрички, я думаю, там тоже проблемы, потому что в обычные дни проблемы на пригородных электричках, а уж такую погоду тем более. Так что, когда во Франции выпадает снег, и в Париже, в частности, это катастрофа национальная. И хотя, вы знаете, метро стоит очень дорого, тем более с 1 января у нас повышение цен на транспорте. Теперь билет, одна поездка стоит 2 евро 60 сантим. Проездной на месяц 90, по-моему, евро, или 92 евро даже, тоже подорожало. То есть транспорт очень дорогой стал. Метро, автобусы, трамвай. И несмотря на повышение цен, все-таки транспорт работает очень плохо. Линия метро, по которой я езжу обычно в центр, у меня прямая линия до Сите. Можно доехать в хорошую погоду за 15 минут, ровно 15 минут. И я уже в центре, на острове Сите. Но сейчас, видите, вот людей идет очень много по улицам. Это значит, что эта линия вообще встала, она не работает. И все идут пешком. Пешком до площади Республики. А там уже пересадка будет на другие линии метро. Прошу прощения за качество видео, потому что приходится смотреть под ноги. Скользко. И в то же время смотреть вокруг и вам снять вот эту картину апокалипсиса парижского. Но вообще мне нравится такая погода. Такие холодные снежные дни были в Париже, пожалуй, последний раз в 2012 году, начало 2013 года, когда намело снегу, сугробы были снега, и снег лежал несколько дней, почти неделю. О районе Бельвилля у меня есть отдельное видео, поэтому смотрите по ссылке в описании под этим видео, если вам, конечно, интересно. Это я все рассказывала, показывала. Здесь родилась Эдит Пиаф на этой улице. И это вы можете посмотреть в другом видео. Вот так он въезжает в горку на велосипеде. Кто-то мужественный человек едет. На улице du Faubourg du Temple есть булочная и кондитерская Ян Куврeur. Это бретонец, очень хороший, кстати, кондитер. Я так думаю, что у него какой-то новый десерт, который называется тайга. Гризетка. Какая красота. Есть мужественные люди на велосипедах и на машинах на летней резине. Площадь Республики в снегу. И далее там большие бульвары, Гранд-бульвар. От площади Республики по большим бульварам можно дойти до оперного театра. Впереди сквер полностью под снегом. Не знаю, открыт он или не закрыт. Сейчас посмотрим. Если он открыт, то мы пройдем через этот сквер. Ух ты, закрыт. Вот то, что я вам говорила в первом видео, закрывает у нас скверы и парки. Вот видите, сквер закрыт. Там нетронутый снег. Почему закрывают? Власти объясняют во избежание несчастных случаев. Вот это такое объяснение городских властей. А вот это квартал Маре. Слово Маре в переводе означает болото. Это бывшее болото. Здесь очень много особняков старинных сохранилось. Вот, например, это башенка. Это 15 век. Здесь когда-то был дворец де Гизов. Знаменитое семейство де Гизе. Если кто-то из вас планирует поездку в Париж, то и вы хотите посмотреть квартал Маре, это улица архивов. Rue des Archives. Так что приходите по этому адресу. Или можно сказать у меня экскурсию. Все ссылки в описании под этим видео.
На площади ратуши разбирают рождественские новогодние украшения. Праздник закончен, начались будни. О, чистят тротуар, надо же. Вот так, друзья, выглядит сено. Сейчас 10 часов 13 минут. И опять сильно. Вот метель, настоящий ветер. Итак, острова остров Сен-Луи, остров Сидней. Отель де Виль. И далее восточные кварталы Парижа. Вот это и есть Маре квартал. Остров Сите. Я хочу выпить чашку кофе. На острове Сен-Луи там есть неплохой кофешоп. И там очень вкусный кофе они готовят. Не только кофе, но и чай. Поэтому сделаем перерыв, потом продолжим нашу прогулку. Остров Сен-Луи – один из дорогих и престижных кварталов Парижа. Новогодние украшения. А вот и Дед Мороз. Хотя французы говорят «Пère Noël». Но мы же не говорим по-русски «папаша Рождество». Потому что слово «Père» – это отец, а «Noël» – это Рождество. Именно так называют вот этого персонажа по-французски – «Père Noël». Кафе называется «Нуар». Здесь очень вкусные сладости и очень вкусный кофе готовят. А теперь можно продолжить прогулку. В туристических местах улицы чистят, и даже тротуар посыпали солью или чем, не знаю, но не скользит теперь здесь тротуар. Редкое явление – собор Парижской Богоматери под снегом. Остров Сите, площадь Дофин под снегом. А вот и памятник Генриху IV, бывшему Наварскому. Новый мост, самый старый мост Парижа. Еще хочется посмотреть двор Лувра под снегом и пирамиду. Это церковь Сен-Жермен-Лекс-Руа. Вот так выглядит двор Лувра. Эта часть двора закрыта для туристов из-за соображений безопасности. Вот пирамида.
Ну и теперь еще хочу посмотреть сады Пале-Рояль. Если они открыты, конечно, для публики, под снегом. Ну, как я и предполагала, двор с колоннами Бюрена закрыт для посещения, но сады Пале-Рояль открыты. Сейчас пройду. Сады Пале-Рояль открыты. Ура! Ну, как красиво здесь. Друзья, вот в этом великолепном заснеженном саду Пале-Рояль я закончу свою прогулку. Спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И, как всегда, до новых встреч на канале о Франции и не только. Пока! Sacré dame.